Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я вашему вниманию подготовила свою авторскую разработку драпировки. Эта драпировка моя гордость, потому что она очень интересная, и мы ее часто используем на наших изделиях, которые мы предлагаем в нашем ателье. Эту драпировку мои швеи и конструктора называют зефиром. Есть модели с изюмом, а у меня модель с зефиром. Вот на манекене представлено платье с использованием драпировки в районе талии. Здесь ткань французский трикотаж. И за счет того, что ткань плотная, драпировка имеет такую более объемную форму. И здесь выполнена посадка по фигуре, несмотря на то, что сделана драпировка. Выточки располагаются под нашими складами, заложены. И модель это просто как образец, как пример того, где мы можем использовать наш зефир. Также помимо платья его можно использовать на юбке, в данном случае на блузе, в верхней зоне платья. Вот мне захотелось более упрощенный фасон выбрать. Это фасон японочки, спущенное плечико, безвыточная основа. И на этом простом фасоне разместить мой зефир. Вы сейчас вместе со мной подробно разберетесь во всех нюансах, пошагово, чтобы сами смогли потом в дальнейшем сделать подобную драпировку. Модель удивительная, уникальная. Вы сможете ее и сами удивляться, и удивлять окружающих. Поэтому давайте приступим. Я подготовила блузу на примерку. Я вот собрала плечи, собрала бока сметочным швом. Здесь еще не выглаживался наш зефир, то есть он буквально только подготовлен к этой примерке. В дальнейшем я хочу подкорректировать длину нашей блузы. Мне хочется, чтобы она была покороче. Небольшие нюансы в раздвижке горловинки. Я хочу так, чтобы все идеально лежало. Вот, то есть это все учтется в дальнейшем, обработается горловина, пройма, но это не столь важно. Для меня важно сейчас, чтобы вы разобрались и поняли, как же создается мой зефир. На самом деле все очень просто. Здесь в основе лежит четкая геометрия. Нам с вами поможет линейка, прямоугольник. Все мы с вами построим, я вам подробно расскажу, и все будет понятно и элементарно. Приступим. Сейчас я переоденусь, и мы продолжим работать уже непосредственно с моими выкройками. Вот я раскрыла, отделила перед от спинки, и вы можете увидеть, что наша драпировка, она очень красиво смотрится как с лица, так и с изнанки. Здесь все чисто, здесь нет никаких швов, припусков. Здесь оно настолько все аккуратно, нежно, как цветок. Она очень выглядит сложно, спирально, но на самом деле очень проста. В основе этой драпировки восьмигранник. Как я его создавала? Сейчас шаг номер 1. Начинаем с нашей выкройки. У меня есть выкройка переда и выкройка спинки. Мне захотелось сделать драпировку вот в этой зоне. Хотя я могла прекрасно сделать ее сбоку, где-то сместить выше, ниже. То есть это не имеет значения. Но в данном случае я вот поставила точку здесь. И что я делаю? Мне необходимо провести горизонтальную линию и к ней построить перпендикуляр. Далее необходимо разделить
наш круг на 8 частей. Причем это я могу сделать на блузе, это я могу сделать на юбке, это я могу сделать просто декор на подушке, где угодно. Эта драпировка, она может создаваться в любом месте, на любой выкройке. Когда я разделила на 8 частей мою выкройку, в данном случае мою японочку, теперь я продублировала. Я сделала 2 выкройки. Вот у нас то же самое, та же схема, те же сектора. 8 одинаковых частей. Теперь мне нужно выкройку нашу разрезать. Разрезать по линиям. Я разрезаю аккуратно. Каждый сектор у меня обозначен номером. Так. Вот 8 частей нашей выкройки получилось. Вот я их разрезала, аккуратно собираю. Эта выкройка моя основа, я ее откладываю. Спинку я тоже откладываю. Теперь нам необходимо построить нашу драпировку. Для этого мы можем, как на любой бумаге, на ватмане, в данном случае я это делаю на миллиметровке, чтобы было вам понятно и более наглядно. В основе нашей драпировки лежит геометрия, восьмигранник. Я строю восьмигранник. Для этого мы пересекли линии под прямым углом, потом разделили один прямоугольник под 45 градусов и второй прямоугольник под 45 градусов. Далее я отступаю от наших линий на 5 сантиметров с одной стороны и 5 сантиметров с другой стороны. И провожу, это ширина наших склад, ширина раздвижки. В раскрытом виде 10 сантиметров, в зашитом виде вот 10 сантиметров. У нас как от нашего перекрестка расходятся 8 сторон по 10 сантиметров ровные полосы. Они образуют точки пересечения. И вот в эти точки мы должны будем разложить наши разрезанные лекала. Вот сейчас я вам покажу. Вот наша лекала, двоечка, троечка, единичка. Все очень просто. Мы разрезали, и вот мы сейчас создаем выкройку, по которой уже будем кроить наш перед на ткани. Вот в наши уголочки, там где пересеклись линии, отходящие от нашего восьмигранника, мы помещаем наши лекала разрезанные. Вот я их разложила. Теперь мы их обрисовываем. Вот я уже предварительно обрисовала. Но на нашей выкройке, на нашей схеме есть незаконченные места. И нам необходимо их закончить. Что я для этого делаю? Я заготовила вот такую
полосу, которая соответствует нашей складе. Вот наша складка. Теперь мы берем и прикладываем, ну, к примеру, складочка наша будет смотреть вниз. Вот по кофточке она вот здесь вот так вот будет располагаться. Я приложила к уголочку и вот так вот обвожу. Вот, обвела край. Потом я срезаю эту часть. Вот я срезала. И сейчас я раздвигаю, совмещаю нашу выкройку и обвожу. Так. Теперь дальше мы продолжаем. Вот здесь у нас есть участок. Наша складка будет смотреть вниз. Мы вот так обводим пройму, часть проймы. Срезаем. И соединяем вот таким образом. Вот здесь наши два участка выкройки. Так, теперь дальше у нас есть часть нашей горловины. Я прикладываю, вот так вот будет наша складка размещаться вдоль верхней линии. Эта складка должна входить в плечо. Вот я ее изображаю. Горловинка и плечо. Так, теперь я вырезаю это место. Так, и соединяю с нашей выкройкой. Нам надо предусмотреть вот в этой части вот такой хвостик. Это горловина. Это часть нашей склады, которая входит в горловину и в плечо. Сейчас я вам покажу на нашей блузочке. Вот этот участок. Вот эта склада. Вот она. Вот она. Она должна входить в наше плечико. Вот мы его вот так вот собираем. Вот она. То есть нам нужно обязательно не забыть выкроить вот этот участок. Дальше перемещаемся. Вот эта склада. Она вот сюда. На часть нашего сектора с номером 3. Вот здесь участок горловины. Я обвожу его. Вот этот участок. Вот он. И мы соединяем его вот так. Дальше. Следующая складочка. Эта складочка входит в плечико. Вот участок 2 и 1. И эта складочка у нас параллельно
нашему разрезу вот здесь. И вот линия плеча. Вот так я его соединяю, срезаю. И теперь вот здесь соединяю наши точечки. Так, дальше мы перемещаемся в нашу пройму. Вот мы видим складочку, которая выкладывается, вот она идет наверх. И соответственно вот здесь вот я и совмещаю с линией проймы. Так, вот мы соединяем наши точки. Дальше следующая складочка наша. Вот она вдоль 8-го участочка. Вот я его вот таким образом выкладываю и обвожу бок. Вырезаем. Соединяю. Вот наша линия выкройки. Так, дальше в нижней части между 7-м и 6-м участком выкройки наша склада. Вот она выкладывается в этом направлении. И здесь линия практически ровная. На этом участке мы просто соединяем наш низ. Вот наша выкройка готова. В данном конкретном варианте направление наших склад я сделала по часовой стрелке. Но возможно также и в другом направлении. То есть кому как нравится. То есть мне показалось, что логично так. Я разложила склады по часовой стрелке. Но можно было разложить таким образом. Тогда нужно было бы прикладывать вот эту нашу складу в другом направлении их размещать. Тогда бы немножко изменилась конфигурация нашего края, вот наших вот этих вот участков. Теперь следующим этапом, когда у меня готова вот такая выкройка, я собираю наши разрезанные кусочки. Они нам могут пригодиться, если мы захотим еще раз пошить подобную блузу. Так, у нас уже вот выкройка переда, выкройка спинки. И мы можем раскраивать, вырезать, соответственно, нашу выкройку. Вот. Я предварительно уже вырезала. Вот моя спинка. Вот моя спиночка. Просто чтобы быстрее весь этот процесс осуществить. Вот моя спинка. Я дала припуски. В данном пройме я немножко добавила для того, чтобы посмотреть на примерке, чтобы у меня здесь была достаточно закрыта зона под рукой. Вот это спинка. А это мой перед.
Вот здесь я перенесла наши все линии. Я их прометала. Вначале я мылом это все наметила, прочертила. Потом я прометала наши уголочки, для того, чтобы в дальнейшем я по этим линиям могла сшивать. Потому что достаточно много линий, чтобы они у нас не пропали, чтобы была четкая наша драпировка получилась. Я рекомендую аккуратно наши намеченные линии прометать. Наш этот перекресток, восьмигранник. Теперь этап раскроя у нас осуществлен. Сейчас мы должны собрать эту нашу драпировку. Для этого мы берем и собираем по очереди, по кругу наши вот эти вот склады. Чтобы собрать склады, нам необходимо собрать наши вершинки между собой. Вот по очереди вот эти вот сметать наши направляющие, наши склады. Их 8 штук. Причем их надо сметывать одну за другой. Вот мы взяли, допустим, за основу первую складу. Мы ее собираем, потом вторую, третью, четвертую и так по кругу. Самое главное, что мы начинаем собирать с вершинок, с уголочков и аккуратно скалывая или же сметывая, чтобы не было сдвижки. Особенно внимательно нужно собирать склады, которые расположены по косой, чтобы, опять же, сметывая, чтобы не было смещения, не было волны косины. Поэтому к этому моменту вот самое важное — это вот эта четкость нанесения нашей схемы, нашего восьмигранника с вот этими красивыми складами, выходящими из нашего цветка. Вот я сейчас вам еще раз покажу, что у нас должно получиться. Вот эти наши склады, которые в раскрытом состоянии 10 сантиметров, в зашитом по 5. Здесь я очень быстро сейчас убираю наш цветок. Вот я сколола его, стянула ниточкой. Вы сейчас посмотрите, насколько просто моя драпировочка создается. Значит, здесь мой цветочек, моя драпировочка, она распалась. Точно так быстро, как распалась, точно так же быстро мы ее с вами потом соберем. Здесь уже у меня сострочены мои склады. Я вот убираю булавочки. Аккуратно я сшивала, начиная предварительно я сметала. Вот сейчас на нашем переде я это сделаю. Вот я беру нашу складу, причем это все лицо, и на лице у нас и будут швы, поэтому все должно быть максимально аккуратно. Вот я соединяю вершинку с вершинкой и закалываю. Вот вершинку в вершинку. Так, скололи. Потом вот я предварительно сколола, потом нужно прометать аккуратно и приступить к следующей складе. Вот наша склада следующая, и мы ее тоже аккуратненько соединяем. Опять же вершинка в вершинку попадаем.
Чем четче мы это все сделаем на этом этапе, тем у нас будет безупречным наша драпировка. Так, дальше мы берем следующую складочку. Вот я по кругу иду. Можно сколоть первую, сметать, прострочить, потом переместиться на следующую складку. И так шаг за шагом, складочка за складочкой у нас будет формироваться наш красивый рисунок. Одна за другой, вот так вот веером, по очереди. Вот здесь я заколола 3 складочки, но нужно каждую складочку наметать. Вот у меня закалывается наши складочки. Вот они вот так вот будут формироваться вот таким образом. Вот это все, наша конструкция собирается. Я на втором варианте уже все это собрала, аккуратно выметала, прострочила. Обязательно прострачивая, я в уголочке делала закрепочку. Вот все четко сделала. Вот я скалывала участок, показала вам принцип. Сейчас я уберу этот наш перед, возьму перед, на котором я уже сострочила наши сколотые мои складочки. Предварительно каждую складочку я выметала, прострочила, довела до уголочка, сделала в углу закрепочку. Вот на каждой складочке я это все сделала максимально аккуратно. И у нас получилось вот такой объем, который сам по себе вот образовал вот такой восьмигранник. Теперь я, когда все наши складки застрочила, утюжком это все загладила. Вот эта форма наша, она сама образовалась вот так вот. Вот она сама выкладывается. Мне осталось просто утюжком ее придавить. И вот она сама выложилась. Мне не приходилось ее специально как-то что-то с ней моделировать. Она вот сама, за счет того, что здесь четкая геометрия заложена, вот у нас эта геометрия здесь и получилась. Вот мы видим с этой стороны у меня аккуратно все сострочено в одну точечку. Нигде никаких припусков. Все максимально тонко, нежно, аккуратно. Тонко и звонко. Максимально внимательно подходить к направляющим косым, потому что там, где по поперечной, по долевой, никаких вопросов не возникает, а на косых может быть небольшая волна. Но в данном случае я аккуратно это все предварительно сметала, и у меня все достаточно ровно и красиво лежит. Вот. Теперь, когда я загладила в этом направлении мой рисунок, хотя можно было это все загладить на эту сторону, вот. Ну, единственное, просто можно в любом направлении делать наш цветок. Он закрутится. Единственное,
уже в данном случае не получится, потому что у нас не учтено это, когда мы краили в крое. То есть, видите, сразу получились вот такие скачки. Это то, что было учтено, когда я раскладывала, разрезала, и поэтому у нас вот наша вся конструкция, вот она по часовой стрелочке вот так вот красиво выложилась. Теперь остается сделать окончательно наш зефир. Что я для этого делаю? Я его закрепляю иголочкой. С ниточкой заправляю нашу желтую ниточку. Я вкалываю вот сюда, ну в любое место, вот в серединку. Мне нужно вколоть в серединку. Вот сюда. Вот я вколола ниточку и начинаю по очереди вкалывать наш уголочек. Вот. И соединять серединочкой. Ну, можно сделать несколько стежков, закрепить. Все равно с какого угла. Вот я закрепила. Потом дальше по часовой стрелочке, вот по спиральке, я вкалываю в следующий уголок. Вот я вколола. Вот. И вот таким образом, вот так, я соединяю. Делаю двойную закрепочку. Вот нашу закрепочку я сделала. Вот так. Теперь дальше в следующий уголок я вкалываю вот так вот раз. Вот. И вот таким образом, вот так вот я его соединяю. Так. И еще раз сюда. Второй раз делаю закрепочку. Вот так. И расправляю наш зефир. Вот он. Все выкладывается сам. То есть здесь не нужно особо что-то придумывать. Мы просто берем наш уголочек и вот так вот. В принципе, достаточно одного стежка, но просто на всякий случай можно дважды закрепить. Вот так. О. И шаг за шагом в следующую вершинку вот я пришиваю, соединяю. Так. Дальше уголочек наш. Поехали. Так. Ну и дальше следующий. Осталось у нас последний уголок. Так, вот моя последняя вершинка. Вот таким образом я стягиваю ее. А вот это место я поправляю. Вот сюда заправляю. Все. Так, вот мой зефир получился. Все очень просто. Осталось нашу ниточку спрятать под любым лепесточком. Вот здесь, к примеру. Завязать узелочек. Вот наш красивый объемный зефир. Может возникнуть необходимость дополнительно
нашу конструкцию закрепить еще в нескольких вершинках. То есть там, где наши складочки смотрят вниз, они лежат, их дополнительно закреплять не нужно. А там, где складочки наши поднимаются вверх, то мы можем аккуратненько пройти и поприкреплять за нижний слой, чтобы оно у нас не в процессе носки не деформировалось, не отваливалось. Ну вот, сейчас можно уже наш зефирчик, наш цветок на утюжке придавить аккуратненько, чтобы он, но он и сам уже никуда не денется, он четко держит форму, то есть он сформирован, улитка, которая имеет как свою структуру свой каркас, самонесущая. То есть вот наша конструкция. Все наши уголочки зафиксированы в вершинке. Сюда, в эту вершинку, можно вставить жемчужинку или какой-то камушек. То есть здесь в вершинке может быть какая-то красота. Хотя она самодостаточна за счет своей пластики, своей формы. Наш зефир готов, наша драпировка. Осталось немножко ее дополнительно заутюжить, может быть в нескольких местах где-то подзакрепить. Он может быть, эта драпировка может быть в любой ткани, может быть в тонком варианте, может быть в более плотном варианте, может быть в любом изделии, на платье, на жакете, на блузе, на юбке. То есть очень большой потенциал в этой драпировке. Она украсит любое изделие. Все делается по такому же принципу. Нужно максимально четко сделать выкройку, раздвижку, построить с помощью линейки, но никаких чудес здесь нет. Вы все видели. Элементарный восьмигранник. Все строится, и в итоге получается красота, которая будет вас радовать и вносить в вашу жизнь приятные моменты. Наш красивый цветок, зефир, спираль необычная готова. Осталось это все зашить боковые швы, плечевые швы, обработать проймы. Но это мелочи по сравнению с этой красотой. Это моя авторская личная разработка, с которой я с вами, друзья, делюсь. Надеюсь, она вам понравилась. Вы захотите ее повторить. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду и впредь радовать вас своими новинками. Всего вам доброго, до новых встреч на канале Мода с Владанной.